Маленькому мальчику поклонились все врачи в больнице, а его история доказывает, что даже поступок ребенка может изменить жизнь многих людей к лучшему. Лан Я родился в Чинчжэне на юге Китая, но, к сожалению, прожил не такую долгую жизнь, как хотелось бы. В 2019 году, после трагичной смерти мальчика, все врачи больницы трижды низко поклонились, так в Китае выражают глубочайшее почтение лишь божествам, императору и действительно выдающимся людям. Так что же такого сделал этот юный парнишка? Лян родился абсолютно здоровым ребенком и рос на радость своим родителям. Мальчик любил играть со сверстниками, хорошо учился в школе и мечтал стать изобретателем, когда вырастет. К сожалению, в один мрачный день все изменилось. Когда Ляну было 9 лет, у него сильно заболела голова, и ему пришлось отпроситься из школы домой. Мама решила, что сын приболел, и дала ему все необходимые лекарства. Вот только загадочная болезнь никак не хотела отступать. Родители отвезли мальчика в больницу, где после взятия анализов и проведения исследований врачи сообщили страшный диагноз. У Ляна в голове была неоперабельная опухоль. Эта новость стала для всей семьи настоящим шоком, и печальный конец был неизбежен, а жить Ляну оставалось несколько лет. Полностью опустошенные родители не могли сдержать слез, а их сын пока еще не до конца понимал, что жизнь вынесла ему страшный приговор. Постепенно ко взрослеющему парню стало приходить понимание всей той непростой ситуации, в которой он оказался. Но, несмотря ни на что, Лян не хотел просто так покидать наш мир, не изменив его хоть немного к лучшему. Мальчик все еще был настроен оптимистично, собираясь во что бы то ни стало победить опасное заболевание. Лян пил лекарства и проходил лечебные процедуры, при этом продолжая учиться в школе, когда это позволяло состояние его здоровья. Мальчик изменил свою мечту стать изобретателем, решив, что хочет стать врачом и спасать человеческие жизни. Лян в своем юном возрасте серьезно увлекся медицинской литературой, которая сильно повлияла на его мышление. К сожалению, здоровье мальчика с каждым месяцем становилось все хуже, и он все больше времени проводил в больнице, где врачи как могли облегчали его бесконечные боли. В то же время семья Ляна обучала его прямо в больничной палате, чтобы сын по возможности не отставал от школьной программы, а старший брат с сестрой старались часто навещать Ляна и играть с ним. Родители мальчика жили небогато, а их семейный бюджет трещал по швам из-за возрастающих расходов на лечение сына. Врачи сделали Ляну несколько операций и провели множество процедур. Вот только они лишь немного облегчили страдания юного пациента, но не смогли победить страшную болезнь. Когда мальчику исполнилось 11 лет, доктор сообщил безутешным родителям, что из-за разрастающейся опухоли ему осталось жить несколько месяцев. Лян прекрасно понимал, что уже не успеет воплотить свои мечты в жизнь, но он все еще был полон решимости сделать что-то хорошее для окружающих людей. Когда мама подошла к больничной кровати, сын решительно озвучил ей свое предсмертное желание. Лян хотел, чтобы после его смерти все его здоровые органы были пожертвованы другим людям, которых еще можно было спасти. По словам мальчика, так он хотел сделать других людей хоть чуточку счастливее, а окружающий мир лучше. Мама сильно удивилась необычному желанию сына, но тот повторно попросил, чтобы его пожелание было обязательно исполнено. Лян добавил, что так как он еще слишком мал, это стало бы его единственным наследием и добрым поступком, который он совершит перед тем, как покинуть наш мир. Со слезами на глазах мама пообещала сыну, что она во что бы то ни стало сделает так, как он хочет, после чего сын наконец расслабился и слегка улыбнулся. В июне 2019 года
После упорной борьбы Лян проиграл в своей битве с раком. Родители и близкие мальчика были безутешны, а рыдающая мама теперь точно знала, что нужно сделать, чтобы сохранить память о любимом сыне. Врачи были удивлены, что Лян в столь юном возрасте принял очень серьезное и ответственное решение, и пообещали обязательно выполнить его волю. Дело в том, что в Китае не принято жертвовать свои органы. Большинство умерших в этой стране кремируют, а донорство очень мало распространено. Даже кровь люди в Китае сдают крайне неохотно, поэтому редкие группы крови для переливания порой просто невозможно достать. Лян прекрасно знал об этом, изучая медицинскую литературу. Именно тогда он понял, как сможет помочь многим страдающим людям, которые просто могут погибнуть, не дождавшись подходящего донора. В грустный день прощания с Ляном, перед извлечением органов, у его больничной кровати собрался весь персонал больницы. Врачи трижды низко поклонились Ляну в знак глубочайшего уважения за это непростое решение, при этом бесконечно страдая от неизлечимой болезни. Через несколько часов врачи исполнили предсмертное желание мальчика, проведя несколько успешных операций по пересадке органов. С этого дня Лян навсегда остался в сердцах тех пациентов, которых он спас, пожертвовав им свои здоровые органы. Безутешная мать уверена, что сын поступил очень смело и решительно, думая не только о себе в столь сложный час. Новость об этом происшествии быстро облетела всю страну, а маленький Лян своим удивительным поступком подал пример мужества и бескорыстности многим взрослым, которые привыкли думать только о себе и своих проблемах. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.